Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Шокирующее происшествие в Саратове. В убийстве 10-летней девочки подозревается ее 14-летняя сестра. Она задержана следственными органами Следственного комитета России по Саратовской области. В этой истории всплывает все больше мрачных подробностей, однако мотивы чудовищной расправы остаются загадкой даже для самых лучших экспертов. Трагедия произошла в так называемом Новом Солнечном районе Саратова 13 октября 2022 года. Этот район у местных считается городом контрастов, где благоустроенный бульвар со скамейками и уютные зеленые дворы соседствуют с депрессивным недостроем и изрисованным детским народным творчеством. В одной из квартир на улице Батавина вернувшаяся с работы мама нашла тело своей младшей дочери. Судмедэксперты установили, что девочке было нанесено не менее 19 колотых ран ножом, а после ее облили спиртом и подожгли. Изуродованное тело лежало на кухне. Прибывшие на место медики могли только констатировать смерть ребенка. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего с особой жестокостью. Его взял на контроль глава Следственного управления СК РФ Александр Бастыркин. Подозрение практически сразу пало на 14-летнюю сестру погибшей девочки, которая в тот вечер была с ней дома вдвоем. Подростка забрали на допрос, где она сделала ужасающее признание. 14-летняя Милана рассказала, что убила сестренку, пока родителей не было дома. Убила с действительно невероятной жестокостью. Сначала облила кипятком, затем нанесла множество ножевых ранений, облила спиртом и подожгла. Зачем она это сделала, девочка не сказала. Как сообщает Саратов-24 со ссылкой на источник в правоохранительные органы, утром 13 октября к семье в гости пришла бабушка. Через некоторое время мать девочек, старшая дочь и пенсионерка вышли из дома и разошлись по своим делам, а младшая осталась в квартире. Старшая сестра сходила в магазин, а когда вернулась домой, взяла на кухне нож и начала наносить удары своей сестре. Милана после случившегося переоделась и ушла из дома. Из-за шума в квартире соседи позвонили матери. Та пришла домой и увидела свою погибшую дочь. Скорую вызвала сама женщина, рассказал изданию источник. На время допроса девочка находилась в полицейском управлении, а затем ее отправили в изолятор временного содержания. На момент случившегося 14 лет подозреваемой уже исполнилось, так что она могла нести уголовную ответственность. Причины такого поступка предстояло выяснить психологам и другим профильным специалистам. Стоит отметить, что семья девочек была очень благополучной, на учете у соцслужб не стояла. В деньгах семья не нуждалась, в квартире был сделан хороший ремонт, девочки ходили в школу «Аврора». Старшая училась средне, имела тройки. Характеризовалась она при этом положительно, никакой агрессивности учителя за ней не замечали. По словам знакомых, девочка легко сходилась с людьми и не имела проблем с общением. Родители девочек, Максим и Евгения, были в разводе. Девочки жили с матерью, однако отец поддерживал их материально, интересовался судьбой дочерей. Оба родителя работали, не были судимы. Максим работает на одном из ведущих промышленных предприятий города. Мама Евгения – сотрудница службы безопасности крупного транспортного узла. Правоохранители взялись за проверку в отношении действий органов опеки и начали выяснять, не было ли халатности с их стороны. Отрабатывались все возможные версии. Личная неприязнь, недостаток внимания и борьба за любовь родителей, а также влияние на ребенка извне. Были изъяты телефон и компьютер.
Соседи семьи начали перешептываться, что девочка была не одна, и в убийстве малышки участвовали ее подруги. Однако следователи лишь отмахнулись от этих домыслов. Современные экспертизы позволяют отследить мельчайшие следы на месте преступления и не позволили бы не заметить присутствие других подозреваемых. «Не понимаю, что произошло. Мой ребенок учился в параллельном классе с девочкой. Говорит, знал, нормальная семья абсолютно. Все хорошо было», — сказала одна из соседок. А мужчина поведал, что жил с семьей на одной лестничной площадке 2 года. Всегда здоровались. Они никогда между собой не скандалили. Ребятишки адекватные, хорошие. Ребятишки здесь постоянно бегали, отметил мужчина. Еще одна соседка сообщила, что во время убийства по неизвестным причинам не работали камеры домофона. Об этом она узнала из общедомового чата. Все сейчас в шоке. Она была такая милая, нежная. От нее никто не ожидал, делятся напуганные 8-классники. Однако после пары наводящих вопросов всплывают новые детали. У нее было много телеграм-каналов с резней. Говорила, что любит смотреть такое, но мы думали, что она просто шутит. Отмечают подростки и признают, что не могли не воспринимать всерьез те странности, что уже были замечены за девочкой. Знакомый подозреваемый припомнил, что пару лет назад, то есть в 12 лет, она наносила себе порезы. Есть версия от местных жителей, что сестры были сводными, и отчим якобы ненавидел старшую, не родную. Мать вроде тоже ее недолюбливала из-за этого и занималась только младшей. Банальная ревность старшей к младшей из-за того, что той уделялось все внимание, утверждает женщина, знающая семью. А младшая пользовалась родительской любовью и могла подливать масло в огонь. Родители виноваты, что разделили детей на любимого и нет. Хоть злые языки утверждали, что Милана и убитая Карина имели разных отцов, но все маломальски серьезные источники опровергали эту информацию. Она недолюбливала младшую сестру, часто ругались, признает подруга подозреваемой. Однако серьезных причин для разногласий у девочек никто назвать не может. Журналисты поговорили с жительницей Саратова Ольгой, чья дочка учится в школе вместе с сестрами. Старшая в 8 классе, младшая ходила в 4. Ольга рассказала, что фамилия у сестер одинаковая. Про то, что они сводные, она не слышала, хотя даже если фамилия у них одна, это может означать, что Мук мог и удочерить, а семья просто это не афишировала. Женщина рассказала, что знает о девочке. «Мы в одном дворе живем, у нас одна игровая площадка. Дети все друг с другом знакомы, бегают, играют вместе. А девочки обе хорошие, бабушка их посла. Мне сейчас старшую тоже очень жаль, такая беда. Наверное, это что-то психиатрическое. Нормальный подросток, обычный. Бывают, знаете, такие подростки, на которых смотришь и думаешь, да вы бед родителям наделаете. А тут совершенно спокойно все было, потому и шок. А что там в пабликах пишут про склонность к суициду, так это только со слов одноклассниц. Может, селфхармом занималась на почве ссор в семье? Селфхарм – преднамеренное повреждение своего тела без суицидальных намерений. Встречается как симптом многих психиатрических расстройств. Вчера учителя и родители провели беседы в 8 классе, где училась старшая девочка. И выяснилось, что дети считают селфхарм таким приколом, то есть не видят в этом психиатрии. У нас в школе все молчат об этом, только шушукаются. Не хотят лишнюю боль семье причинять. Потихоньку деньги собираем учительница, чтобы передать маме, и ждем дату похорон. В социальных сетях Миланы типичный набор тонко чувствующего и не такого, как все зумера. Претензиозный ник вместо имени и фамилии, десятки картинок аниме и групп со словами «Dead Inside» или «Расчлененка в шапке». Друзей много было, общалась со многими. Она хоть и не агрессивная была, но если ее достать, то может и ударить. Иногда в шутку, иногда нет. Может быть, ее сестра достала. Кстати, она очень сильно увлекалась крипипастой, аниме, резала себя. И может, на этом фоне крипипасты, потусторонней силы, она во все это верила. Поэтому это могло подействовать на восприятие и нервную систему, предположила знакомая. Крипипаста – жанр интернет-фольклора, представляющий собой небольшие рассказы, цель которых – напугать читателя.
Здесь можно, конечно, уподобиться борцам за все хорошее и сходу обвинить черствое общество, соцсети и любимая 14-летней девочкой жестокое аниме от создателей Наруто, где преследуемые палачами борцы за свободу выполняют опасные заказы. Однако реальность будет куда страшнее. Подозреваемая ходила в ту же школу, что и другие, смотрела, слушала, общалась нормально. Никто и подумать не мог. А потом 24 ножевых и ожоги на 10-летнем ребенке. В соцсетях пользователи разделились на два лагеря. Одни обвиняли родителей, мол, младшему ребенку уделяли больше внимания, чем старшему в переходном возрасте. Другие же ругали школьницу за агрессию и излишнюю жестокость. Психолог Нина Ковалюнас предположила, что у подростка могло быть психическое расстройство, которое могло возникнуть из-за отсутствия должного внимания к ребенку. Ситуация, которая произошла в Саратове, все же не массовая. Хочется думать, что это единственный случай, связанный с личностью именно этого данного человека, выросшего именно в этой семье. В причинах должны, конечно, разобраться специалисты-психиатры. Возможно, это психическое заболевание. К тому же сразу бросается в глаза то, что совершивший подобный жестокий акт 14-летний подросток был предоставлен самому себе. Внешнее благополучие семьи не всегда означает благополучие внутреннее. Ни родители, ни учителя, ни сверстники не заметили или не захотели заметить изменений личности, которые обязательно должны были предшествовать подобному действию. При внимании взрослых к подростку такие явные склонности к агрессии можно и должно было бы предотвратить. Психические отклонения – вещь наследственная, но их активация и сознательное провоцирование подростка на подобные действия, если таковые были, например, друзьями из интернета, должны были бы броситься в глаза близким. То, что случилось, это огромная беда для тех, кто находился рядом и не замечал уже наверняка идущего теневого процесса, а также урок для всех остальных, всего общества. Нельзя быть равнодушным к детям, нельзя отказываться от воспитания и контакта с ними. Агрессия у детей – это не норма, а результат равнодушия и невнимания к ним. В некоторых СМИ однозначно утверждалось, что старшая сестра убила младшую на почве личной неприязни. По словам подруги подозреваемой, родители убитую любили больше. Ключевая фраза, раскрывающая психическое состояние и мировосприятие девочки. Справедливость, честность, поровну – главные ценности людей с определенным типом психики. Это касается и маминой любви. Если такие люди чувствуют, что мама любит сестру на 1% больше, то сердце тут уже начинает сжиматься от несправедливости. Подросток в 14 лет – бурлящий гормонами организм. Если добавить к этому накопившиеся обиды, то получится бомба замедленного действия, которая в какой-то момент может рвануть. Убийство с особой жестокостью. К сожалению, именно такой выход нашла душевная боль Миланы. Принцип поровну работает и здесь. Пубертатный период – это своеобразный экзамен, который точно показывает, что было вложено в ребенка в процессе развития и обнажает слабые места. В состоянии обиды весь мир видится враждебным. Это не только лишает подростка возможности адекватно сотрудничать с другими, но и может привести к печальным последствиям. Какая психологическая атмосфера царила в семье, разберутся сыщики. Пока супруги, потерявшие дочь, не в состоянии давать внятных и подробных ответов даже на самые простые вопросы. С подозреваемой проводятся следственные действия. Девочку собирались привезти домой на место преступления, где она должна была показать, как убивала сестру. По ходатайству отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области 14-летний подозреваемый в убийстве малолетней девочки, совершенном с особой жестокостью, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет. Это значит, что школьницы на общих основаниях изберут меру пресечения. В данном случае несовершеннолетней может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком не более 10 лет, и отбывать она его будет в воспитательной колонии, говорит заместитель директора Института государственного и международного права Максим Матвеев.
Каким бы зверским ни было совершенное преступление, самое суровое наказание для несовершеннолетних – 10 лет. Уголовный закон не предусматривает иных, более строгих вариантов. Однако это в том случае, если медицинская экспертиза установит, что несовершеннолетняя осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий. Если же будет установлено психическое расстройство, не исключающее вменяемость, это будет являться смягчающим вину обстоятельством. И тогда к ней могут быть применены принудительные меры медицинского характера. Проще говоря, ее поместят в специальное медицинское учреждение закрытого типа. Друзья, пишите, что думаете об этом деле в комментариях, а также о каких еще делах вы бы хотели, чтобы мы рассказали вам на нашем канале. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.